Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов. Спасибо большое за вашу поддержку, за ваши комментарии. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, да, кто на канале знает узорчики, и с новым узорчиком. Напоминаю, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи. Из летней, из демисезонной, из зимней. Не только обязательно из такой, которую показываю я. Самое главное, правильно просто подобрать крючок. Ну, а я в свою очередь расскажу о ниточках, с которыми сегодня работаю. Вот такое вот интересное секционное окрашивание. Ниточки называются Визель Rainbow Angora. Так. Кому понравится цвет, то есть передается на камеру, в принципе, как и есть. Смотрите, цвет 10. Дальше по составу, что это за ниточки? В 100 граммах находится 550 метров. Это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. Вот такие вот интересные зимние, так скажем, ниточки. И нам здесь советует производитель. Говорит, берите крючок спицы, видите, от 5 до 6. Дело в том, что я вязала данную уже пряжу, я вязала крючком номер 3. Я сегодня точно так же беру крючок номер 3. Вы точно так же изучаете свою пряжу, подбирайте под свою плотность вязания крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Давайте. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. Ну, давайте, как всегда, я наберу, получается, 3 раппорта. Это получается 30 воздушных петелек. Дополнительно, чтобы узорчик ровненько закончился, я наберу еще 7 петелек. Это вот 37 воздушных петелек. И по краешку с правой и с левой стороны у меня будут кромочные столбики, так я их назову, по 3 петельки, по 3 столбика. То есть еще плюс 6 петелек. Итого я набираю 43, да, мне так будет удобнее. А вы, в свою очередь, набираете столько, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. В начале у нас идет петелька фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я буду набирать 43 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 и 43. Вот такой у меня сегодня будет образец. Далее, как у многих узорчиках, делаем вспомогательный ряд. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку нырнули, вытянули ниточку аккуратненько и провязываем по 2 петельки. Вот наш столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же ныряем и провязываем столбик с накидом. И вот так шагаем в каждую петельку цепочки, так, провязываем столбики с накидом, сами себя контролируем. По итогу количество столбиков должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. Несложно, да? И еще не забывайте, что вы вот эти вот 3 петельки, которые провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков я уже провязала. Я набирала 43 воздушные петельки, то есть у меня должно получиться 43 столбика. Поняли, да? Все, давайте до конца ряда самостоятельно и в конце ряда встретимся. Это несложно, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши столбики готовы, все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Как я и говорила, у меня будут в начале 3 столбика кромочных, да, назовем их так. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3, поворот, накид, в следующий столбик, верхушку следующего столбика провязываем столбик с накидом и верхушку следующего столбика столбик с накидом. Вот эти вот первые 3 петельки, имитация, да, столбика с накидом, считаем за столбик. 1, 2, 3. Вот этими 3 столбиками я буду начинать каждый ряд и заканчивать каждый ряд. Поняли, да? Дальше по узорчику мы должны будем провязать 7 столбиков с накидом. Итак, вяжем. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик с накидом, четвертый, 5, 6
и 7. То есть в этом ряду у нас получается здесь аж 10 столбиков. Поняли, да? 3 моих кромочных. Вы можете делать кромочные эти, можете не делать их. Можете сделать их больше. 5 столбиков, 7, 10. На ваше усмотрение, какое у вас будет изделие. Угу. Итак, провязали, получается, наши 7 столбиков по узорчику. Делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. В столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 столбик нырнули и провязываем столбик с накидом. И опять провязываем 7 столбиков. Вот эти 7 столбиков. Итак, 1 столбик. Дальше у нас опять идет 2 столбик. 3 столбик. Столбики с накидом. 4 столбик. 5 столбик. 6 столбик. 7 столбик. После 7 столбиков мы делаем точно такое же окошечко. 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Накид. В столбиках пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в 4 нырнули. И опять провязываем те же самые 7 столбиков. Поняли, да? То есть у нас узорчик. 7 столбиков, окошечко. 7 столбиков, окошечко. 7 столбиков, окошечко и так далее, до конца ряда. Договорились? Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда встретимся. Не сложно? Не сложно. Так, смотрите, вот провязали наши столбики, наши окошечки. Все ровненько, аккуратненько. Покажу, как я буду заканчивать ряд. Видите, 7 столбиков. А тут у меня вот 3 столбика. 1, 2, 3. Мои кромочные столбики. Напомню, вы их можете делать. Вы можете их не делать. То есть 7 столбиков на этом ряд у вас может закончиться. А также вы можете сделать больше кромочных столбиков. 4, 5, 6, 7, 10 и так далее. Угу. Итак, вот последний столбик в 3-ю петельку подъема. Все, вот мой ряд закончен. Помнили, да, что по итогу получается у меня здесь 10 столбиков. Угу. Как я начинала 10 столбиков, так я и закончила. Идем дальше. 3 петельки подъема, поворот. И вот мои 3 столбика, да, которые я говорила кромочных, я их вот так вот провязываю. Начинаю ряд ими и заканчиваю ряд ими. Все. Дальше идет узорчик. По узорчику провязываю 1 столбик с накидом. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь смотрите, у нас здесь получается в наших столбиках мы должны будем провязать пышный столбик. Для этого, смотрите, мы вначале пропускаем 2 столбика. 1, 2. И вот в третий столбик накид. В 3-й столбик нырнули. Вытянули ниточку. Вот так вот подтянули. Держим, не провязываем. 1. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. 4. 5. Ну вот, допустим, я сделаю 5 раз, да, 5 петелек, 5 накидов. Вы можете делать больше, можете делать меньше. Если сделаете больше, то не забывайте, пряжи скушает у вас данная шишечка много, да. Теперь смотрите, провязали все до 2 петелек, а затем 2 петельки вместе. Вот такой вот пышный столбик. Чем больше вы сделаете накидов и петелек, тем эффектнее будет шишечка. Понятно? Поэтому задумайтесь, как вы будете делать. Далее 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Переключаемся, вот наше окошко. Так, ныряем вот в эту арочку и провязываем столбик без накида. Вот так должно получиться. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наши 7 столбиков. Ищем, получается, центр. Да? Это будет 4-й столбик. 1, 2, 3, 4. В 4-й столбик провязываем точно такой же пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Все вместе провязали до 2 петелек. 2 петельки вместе. Еще один пышный столбик. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Ныряем в арочку. Вот наше окошечко. И провязываем столбик без накида. Угу. Вот, видите? То есть у нас здесь получается половинка нашей вот этой арочки была. Не 5 воздушных, да, мы петелек набираем. Видите, половинку. Вот. И вот так вот шагаете до конца ряда. Совсем не сложно, да? Давайте, а в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали наши шишечки. Все ровненько, аккуратненько. И будем заканчивать ряд точно так же, как и начинали. То есть здесь у нас будет половинка арочки. Мы здесь сделаем всего 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Далее пропускаем 2 столбика.
И в третий столбик провязываем столбик с накидом, ну, чтобы выровнять высоту нашего ряда, да. На этом вы можете закончить свой ряд. Ну, а я провяжу, получается, еще 3 столбика с накидом. Это мои 3 кромочных столбика. Раз, два. И в третью петельку подъема, так, ныряем и провязываем третий столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки подъема, поворот. У меня здесь еще 2 столбика моих, да. Напомню, у вас может быть их больше, может быть их меньше, может вообще не быть, да. Итак, теперь непосредственно сам узорчик. Вот, в столбик провязываем. Так, и так как у нас здесь всего лишь только половинка нашего, получается, половинка нашей вот этой арочки, давайте мы здесь провяжем только лишь один столбик с накидом. Дальше, смотрите, мы провязываем 4 воздушные петельки. Раз, два, 3, 4. Перепрыгиваем в следующую арочку. И вот в эту арочку провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же. 2, сюда же. 3. Далее, вот в столбик без накида провязываем столбик с накидом. Считаем 4 уже. И в следующую арочку еще 3 столбика. 5, 6, 7. Поняли, да, как я считаю? То есть вот 3 столбика в эту арочку, 3 столбика в эту арочку, и в столбик без накида еще один столбик с накидом. 7 столбиков с накидом. Если внимательно посмотреть, вот у нас 7 столбиков с накидом, 4 воздушные петельки. 7 столбиков с накидом, 4 воздушные петельки. То есть мы сейчас с вами повторяем самый первый ряд, только он у нас смещен в шахматном порядке. 4 воздушные петельки, 4. И опять перепрыгиваем в следующую арочку и провязываем вот в эту арочку 3 столбика с накидом. Потом будем провязывать столбик с накидом вот в этот столбик без накида и в следующую 3 столбика с накидом. То есть опять 7 столбиков. Поняли, да? Видите, у нас тут будет окошко, 7 столбиков, окошко, 7 столбиков. Несложно? Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот мы провязали наши столбики практически до конца. Сейчас покажу, как мы закончим данный ряд. Вот мы провязали наши 7 столбиков, 4 воздушные петельки. И помните, да, здесь у нас половинка арочки, поэтому мы сюда провязываем, ну, всего лишь только один столбик с накидом. И следующий столбик, вот, вы можете так закончить ряд. Угу. Но у меня здесь 3 столбика кромочных, поэтому я провязываю еще 3 столбика. И вы можете точно так же 3 столбика, 4, 5, 7, 10, сколько хотите провязывать. Ну, либо не делать кромочные столбики, в зависимости от того, какое у вас изделие. Все, ряд мой закончен. Далее опять 3 петельки подъема. Мои 2 столбика. Так, раз и 2. Вот. Дальше, смотрите, мы провязываем один, вот он наш столбик с накидом. Теперь у нас будет половинка. Помните, мы делали вот эти пышные столбики, да, мы будем точно так же здесь провязывать пышные столбики. И у нас здесь должна быть арочка. Так, помните, мы делали из 5 воздушных петелек. Здесь мы сделаем точно так же маленькую арочку, пусть будут 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И присоединяемся столбиком без накида. А вот далее 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И мы присоединяемся, помните, да, к центральному столбику, к 4-му. И провязываем пышный столбик. Накид. Раз, сюда же накид. 2, накид. 3, накид. 4, накид. 5. Провязали до 2 петелек и потом 2 петельки вместе. 5 воздушных петелек. Раз, два, 3, 4, 5. И переключаемся вот на нашу арочку, окошечко, столбиком без накида. То есть мы повторяем с вами тоже второй ряд, так, с пышными столбиками. Вот они. И получается просто в шахматном порядке. А так все то же самое, да? Все, давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, как вам? Получаются такие же пышные столбики? Здорово, да? И несложно. И вот смотрите, как мы заканчиваем ряд. Точно так же, как и начинали. После столбика без накида провяжем половинку нашей арочки. Тут у нас получается 5 воздушных петелек. Мы сделаем только 3. Угу. Накид. И вот мы один столбик пропускаем. И вот следующий столбик провязываем. Так вот столбик с накидом. Все, на этом ряд может у вас закончиться. Ну, а у меня, он, поняли, да? Продолжается еще на 3 столбика. Раз, 2 и 3.
Красота, красота. 3 петельки подъема, поворот. Опять мои. 1, 2 кромочные столбики. А теперь наша с вами задача повторить все то же самое, что мы с вами провязывали. То есть первый ряд. Поняли, да? То есть точно так же вы провязываете 7 столбиков, делаете окошечко с 4 воздушных петелек, опять 7 столбиков, окошечко и так далее. Сам по себе раппорт узорчика это 2 ряда. Вначале столбики, потом пышные столбики, потом столбики, пышные столбики. То есть вертикальный раппорт 4 ряда, 1, 2, 3, 4. Потом 5 повторений, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Поняли, да? Все. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Необычно, просто оригинально, интересно. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Принцип узорчика понятен. Вот такая вот получается красота. Немножко виден переход цвета от темненького, да, чуть-чуть светленькому, голубенькому. Ну, а потом, видите, да, получается будет все светлее, светлее, светлее. Потом переходить уже в белый, ну, а потом будет возвращаться обратно. То есть, если это будет интересный, так скажем, топик, палантин, это будет очень шикарно смотреться переход. Да, такой дырявчатый, интересный. То есть, в первую очередь, идея какая? Палантин, да. Если это будут летние ниточки, это, возможно, будут интересные топики, маечки. Ну, например, там спинка, например, да. А также вы можете сделать летнюю кофточку, летний кардиганчик. Почему бы и нет? Пробуйте, вяжите. Смотрите, вот так вот узорчик тянется из моей пряжи. Вообще очень хорошо тянется. Так. Вы можете выбрать любую сторону, потому что по итогу узорчик получается у нас двусторонним. Вот видите. Но мне кажется, что вот именно с этой стороны, вот с этой стороны, пышные столбики выглядят более пышными. Видите, они такие более рельефные, более объемные. Скажите, несложный, да, узорчик? Пробуйте, вяжите из любой пряжи, из секционной, из меланжевой, из обычных ниточек могут быть различные, например, остаточки. Попробуйте, почему бы и нет, будет такой веселенький, интересный, либо кофточка, кардиганчик, палантинчик, да? Как вам? Кто вязал данным узорчиком, пишите, что вязали, что у вас получилось. Кто не вязал, подбрасывайте идейки, что можно связать. Итак, давайте замерим мою сегодняшнюю красоту. Я сегодня набирала аж 43 воздушные петельки. Ну вот, допустим, моя пряжа, мой крючок, да, моя плотность вязания. То есть в моем случае, смотрите, получается вот 18 с хвостиком сантиметров. Ну и тут очень легко считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 рядочков. Давайте замерим по самой высокой, так скажем, точке. Это у нас, смотрите, 13 даже с хвостиком сантиметров. Ну, грубо говоря, один ряд, 1 сантиметр, да, вот именно из этой пряжи. Вот такая красота. Как вам? Если, конечно, будет, ну, больше, да, образец пошире, то, естественно, переходы будут немножко по-другому смотреться, они будут поуже. И, естественно, вы увидите весь переход цвета, очень шикарно получается. Я надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.